Приветствую всех на моем канале, моих постоянных зрителей, читателей, а также тех, кто попал на мой канал впервые или случайно. Сегодня я хочу поделиться с вами своим любимым рецептом пирога на кефире. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом пирога на кефире. Этот рецепт очень простой. Я печь его начала еще когда ходила в школу в 900 лохматом году. Но он до сих пор актуален, он вкусный. И самое главное, что в нем можно менять разные начинки. Сегодня я его буду делать с грушами. Я купила груши, они оказались не такими вкусными, как на вид. Точнее, они совсем не сладкие, сочные, как раз для моего пирога. Итак, для пирога нужно груши, яблоки, все что угодно, изюм, курага, абрикосы, любые фрукты. Их груши нужно почистить и нарезать кубиками. 3 яйца, кефир 1,5 стакана, стакан сахара. Стакан у меня маленький, в нем примерно 160 грамм сахара. Так как груши кислые, сахар как раз норма. Разрыхлитель или пекарский порошок. Рецепт есть на моем канале, его я делаю исключительно сама. С таким домашним разрыхлителем такой пирог растет значительно лучше. Сливочное масло также. И ванилин. Яйца нам нужно разбить. Берем целиком и белок, и желток. И нужно венчиком взбить с сахаром. Теперь сюда же я добавляю 1,5 стакана кефира. Нужно, чтобы и яйца, и кефир, и масло были комнатной температуры. 1. Все перелила. Теперь нужно дальше взбивать для того, чтобы сахар растворился. Не обязательно, чтобы прям вот полностью растворился, но как можно лучше. Теперь сюда же я добавляю пол пачки масла сливочного. Маргарин я не использую, только сливочное масло. Теперь нужно добавить муку. Мука у всех разная. Самое главное, чтобы она была пересеянная. Поэтому нужно смотреть, чтобы была примерно такой густоты, как сметана. Немножечко помешала. Сюда же добавляю ложку разрыхлителя. Можно даже немножечко больше, потому что у меня же свой. Здесь и сахарная пудра, и ванилин, и мука. И у нас все любят, чтобы было прям хорошо пахло ванилином. Поэтому я дополнительно еще добавлю ванилинчика. Опять все хорошенько перемешать.
Тесто не очень густое, но и не жидкое. Теперь нужно оставить его минут на 5-10, чтобы оно немножечко отдохнуло. А за это время я почищу груши и нарежу их на кусочки. Теперь мне нужно смазать мою форму. Я выпекаю вот в такой стеклянной круглой форме. Мне нужно смазать ее маслом, ну так, в пределах разумного. Я уверена, что оно и так не пригорит, потому что я просто в восторге от этой посуды стеклянной. Оно не пригорает, но тем не менее так, для подстраховки я смажу. При желании можно, конечно, манкой присыпать, но у меня не пригорает, поэтому я сразу буду перекладывать тесто. При желании можно фрукты на дно положить, на него вылить тесто. При желании можно смешать. При желании можно сначала тесто, потом сверху фрукты. Нам больше нравится вариант, когда мы смешиваем, когда фрукты внутри, в тесте. Груши у меня получились очень-очень спелыми. Буквально за 2 дня они дошли. Поэтому я сейчас их очень-очень аккуратненько перемешаю ложкой и буду выкладывать в форму. Тесто прям стало воздушное. Теперь или лопаткой, или ложкой нужно разровнять вот фрукты или ягоды, вдавить внутрь. И все, ставлю в духовку на выпечку. Духовку предварительно я не разогреваю. Сейчас ставлю температуру 180 градусов примерно на 40 минут. Вот такая красота у меня получилась. Пирог заметно подрос. Приятно пахнет. На вид аппетитный. Осталось дождаться, когда он остынет, и приглашать всех к столу на чай. А на этом я со всеми прощаюсь. Желаю всем приятного аппетита, всего самого-самого хорошего. И, конечно же, до встречи в следующих видео. Пока-пока.